Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на моем канале «Золотой стандарт. Экономика, инвестиции и золото». Меня зовут Городовой Данил, я являюсь основателем консалтинговой компании Gorgold. Опыт инвестирования 11 лет. За последний год на драгметаллах я заработал 48% годовых. Сегодня я хочу вам дать базу для понимания экономики, которую за много лет изучения и инвестирования понял. Вы узнаете выжимку, которая позволит сориентироваться в данных экономических реалиях. Многие инвесторы и обычные люди задаются вопросом, а почему все растет? Непонятно, чего же ждать, куда инвестировать, как развивать бизнес. А самое главное, как защититься и заработать. Это я вам расскажу в двух видео. В этом видео мы разберем, почему к концу осени начнется гиперинфляция, что думают экономисты и лидеры стран по этому поводу. Рассмотрим экономические закономерности и исторические примеры. Узнаем, как подготовиться к изменениям в экономике и как защититься от гиперинфляции и даже заработать. Итак, поехали. Что же такое гиперинфляция? В разных источниках определяется она по-разному. Это может быть рост цен выше 100% за 3 года, более 50% в месяц и выше 10 раз в год. Думаю, вы уже заметили рост цен буквально на все в разы, а не на 6-7%, которые нам заявляют. Недвижимость, продукты, стройматериалы, энергоресурсы сильно подорожали. Кстати, это видео записываю на основе своей статьи в Яндекс.Дзене от 22 сентября. С тех пор прогноз только подтверждается. Деньги переходят из финансового сектора в реальный. Газ, например, так вообще вырос почти в 5 раз на мировых рынках. С $300 за кубометр до 1500. А вслед за этим цена на электричество в Европе сильно увеличилась. А это в свою очередь отразится на цену производителей, даже на продукты питания, потому что удобрения производятся также на заводах, которые используют энергоресурсы. И, кстати, уже 40% таких заводов в Европе по причине повышения цен на энергоресурсы закрылись. Вклады в банках становятся неинтересными, поэтому банки предлагают вкладывать в акции, IPO, и люди не понимают, а что делать? Слушать их, а может по старинке вкладывать в недвижимость, гречку и туалетную бумагу. Или может в доллары, как россияне любят. И часто это показывало свою эффективность, но удивительный факт, доллар также обесценивается. Обратите внимание на этот график. С 1913 года доллар значительно обесценился. То есть не только рубль обесценивается, но и основная международная валюта. Что происходит и как не потерять кровно нажитое и даже заработать? Дело в том, что есть так называемая теория экономических циклов Кондратьева. В ней говорится, что в капиталистической системе кризисы неизбежны. Один происходит после пика краткосрочного кредитного цикла раз в 7-10 лет, а другие после пика долгосрочного кредитного цикла раз в 70-100 лет. На слайде вы видите прямую линию. Это рост производительности. Маленькие волны – это краткосрочные кредитные циклы, после пика которых происходят экономические кризисы. Они происходят каждые 7-10 лет. Например, кризисы 2000-2008 годов и небольшая волна – долгосрочный кредитный цикл. Точнее, большая волна – долгосрочный кредитный цикл, после пика которого следует более серьезный экономический кризис. Они проходят раз в 70-100 лет. Например, Великая депрессия США в 1930-х годах. Многие экономисты, руководители стран это понимают, об этом говорят. И если посмотреть их последние интервью на тему экономики и вникнуть, то все становится понятно. Например, Рэй Далио, основатель инвестиционной компании Bridgewater, признанный самым успешным управляющим за всю историю, говорит о том, что сейчас мы близки к пику долгосрочного кредитного цикла. В такие моменты больше всего надуваются пузыри недвижимости и акций. Что сейчас происходит? Обратите на это внимание, если инвестируете в эти активы. Для большего понимания ситуации рекомендую посмотреть его простой, интересный 30-минутный мультфильм «Как действует экономическая машина». Посмотрите на график. Здесь мы видим признаки пика долгосрочного кредитного цикла. Стимулировать экономику с помощью понижения процентных ставок ФРС нельзя, они и так близки к нулю. И даже в 2008 году эта мера особо не простимулировала экономику, то есть исчерпала себя. Так как
дефляционные инструменты руководители многих стран применять по разным причинам не хотят, то для стимулирования экономики остается только инфляционный инструмент – печатание денег. С марта 2020 года центробанками США, Европы и Японии напечатано невиданное количество денег – больше 11 триллионов долларов, а это 25% от всей денежной массы. Плюс разрыв логистических цепочек и простое производство во время ограничений привел к тому, что денег стало больше, а товаров меньше, отсюда и инфляция. Но проблема в том, что печатание денег уже не помогает экономике, что показывает упавшая оборачиваемость денежных средств. Видите, на графике синим показана скорость обращения денег. Она падает, значит экономика замедляется. А красная линия – количество напечатанных денег в экономике увеличивается. То есть экономика начала замедляться уже после 2000-х и еще сильнее после 2008 года. Но и в 2020 году напечатано было большое количество денег, якобы в связи с ограничениями, после чего обращение денег ускорилось, но совсем немного. А если методы регулирования печатания денег и понижения процентной ставки не работают, то кризис становится еще более близок. Экономисты и лидеры стран мира признают конец капиталистической системы в нынешнем ее виде. Например, Владимир Путин на Давосском Всемирном экономическом форуме 2021 года сказал, что ресурс регулирующих макроэкономики механизмов практически исчерпан. По оценкам МВФ, уровень совокупного долга государства и компаний превышает 200% глобального ВВП, а в некоторых странах и 300%. Также руководитель Всемирного экономического форума Клаус Шваб в своей книге «COVID-19. Великая перезагрузка» говорит о кризисе модели капиталистической экономики и необходимости перехода на новый этап капитализма – инклюзивный. Так как же подготовиться к изменениям в экономике? Чтобы понять, что нас ждет в будущем, нужно заглянуть назад и посмотреть, что было в прошлом. В периоды смены экономических циклов и систем происходят различные кризисы. Например, гиперинфляция в 1920-х годах в Вермахтской Германии, когда использовали купюры дети для игры и для растопки печей. Даже есть такой исторический анекдот, когда человек на тачке привез денег, чтобы купить хлеба, отошел ненадолго, возвращается и вдруг видит, украли тачку, деньги оставили. Другой пример. Инфляция 1930-х годов в США, когда была безработица и миллионы людей умирали от голода. Есть более свежие примеры: Россия 90-х, Аргентина 2000-х, Бразилия, Венесуэла, Зимбабве и так далее. Поэтому у многих подготовленных людей, знающих историю, всегда есть участок земли, который сможет прокормить, запасы еды на год и золото. Хотя в России возможен даже рост на 10-15% ВВП на протяжении 15 лет. Но это при условии смены экономической политики. У нас монетизация экономики всего 40% от ВВП из-за дорогих кредитов, в то время как в западных странах около 100%. Также у нас в страну инвестирует только само государство, а коммерческие компании в основном выводят деньги за рубеж. Почему мы рассматриваем показатели США, спросите вы? Но дело в том, что мы живем в долларовой системе, да и доля импорта товара и технологий у нас велика. Если что-то случится у них, нас точно зацепит. Тем более, что сейчас печатание денег и срыв логистических цепочек уже увеличил официальную полную промышленную инфляцию в США более чем на 20%, что может вызвать гиперинфляцию товаров для потребителей уже к концу этой осени. А если мы берем еще и повышение цен на энергоресурсы, то вариант гиперинфляции или стагфляции становится неизбежным. Так как же защититься от гиперинфляции, стагфляции и заработать? Ответ прост. Золото в кризис лучше всего защищает от инфляции и дает возможность очень хорошо заработать. На протяжении 5000 лет золото не теряло в стоимости, тогда как десятки тысяч валют полностью обесценились. В период кризисов оно вырастает очень быстро, причем в разы. А теперь к самому интересному. Подробнее разберем, сколько можно заработать и почему именно сейчас то самое время. Продолжение я запишу в следующем видео, где разберем, почему рост золота ускорится, как в 70-х годах, когда цена выросла
на 2400%. А также разберем основные возражения. А пока, если хотите сделать перерыв, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, оставляйте свои комментарии. Обязательно все прочту, мне важно знать ваше мнение, чем согласны, чем нет. Также отправьте это видео тем, кому оно может быть полезно. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вы сможете оперативно получать важные экономические новости, отслеживать мой технический и фундаментальный анализ. Ссылку оставлю внизу под видео. Спасибо за внимание, берегите себя и близких. Готовьте свое светлое будущее уже сейчас. И помните, образование и золото – лучшие инструменты инвестирования на протяжении 5000 лет.